Друзья, всем привет! Прошло уже 3 матча полуфинала итальянской суперлиги, а мы так и не узнали имя хотя бы одного из двух финалистов. Плохо ли это? Конечно же нет. Узнаем ли мы финалистов после 4 матчей? Давайте сейчас и выясним. Так что, как обычно, не будем больше тянуть, поехали! Поскольку в этот раз матчи проходили в одно время, то предлагаю данный обзор начать с поединка Трентино и Лубы Чивитановы. Если кто забыл, то первые две встречи в сухую забрала команда из Трента, ну а третий матч с необычайной легкостью ушел к Лубе. Так что очень бы хотелось, чтобы хоть эта встреча порадовала нас захватывающим и интригующим волейболом. Но, к сожалению, первый сет нам интригу подарить не смог. Игроки Лубы чувствовали себя очень уверенно. Блок гостей не оставил Трентино никаких шансов на успех в первом игровом отрезке. Да и хозяйская подача не смогла создать трудностей, оттого первый сет с легкостью ушел к Чивитанове 19-25. За всех своих заблокированных товарищей решил вступиться Марко Подрощанин, организовавший 2 блока подряд. Гости всеми силами пытались остановить Матея Козийски, для этого они постарались спрятать от него Лучано де Чекко. Когда аргентинский связующий уходил на заднюю линию, то нападающим хозяев становилось еще тяжелее, и проще было дождаться ошибки соперника, чем самостоятельно набрать очко. И раз уж все силы были брошены на болгарина, то добыча результата ложилась на плечи Даниэля Лавия. Хотя и Матея списывать со счетов не стоит, он способен реализовывать атаки любой сложности. Но даже при всех стараниях ветерана категорически не хватает помощи от Алессандро Микелетто. Он мог стать героем и принести победу в сете своей подачей, только данный план не удался. Как обычно, им стал Матей Козийски, реализовавший важнейшую атаку и выполнивший хорошую подачу, что позволило Трентино победить 29-27. Этот успех отчасти был некой случайностью. Начало третьего сета выглядело более закономерно. И казалось, что уже ничего гостей остановить не сможет. Но череда невынужденных ошибок и проблемы с реализацией у диагональных гостей позволили подобраться Трентино по счету. А хитрющий Козийски нашел лазеечку в блоке и вовсе сравнял показатели на табло. Хотя желание победить у игроков Лубы было побольше, и за это они были вознаграждены. После ошибки на подаче от доигровщика Трентино, Чивитанова добавляет себе в копилку еще одну партию 22-25 и 1-2. Джан Лоренцо Блинджини в 4-й партии решил доверить место на площадке Габи Фернандесу. Только вот новоиспеченный американец эффективности нападению гостей добавить не смог. Куда более продуктивным для Лубы оказался выход на площадку Жири Ковара. У хозяев подмены Матею Козийски не нашлось, болгарину приходилось в одиночку отдуваться за нападение команды. И если бы не опытный доигровщик, то матч закончился бы намного раньше. Но, к сожалению, в одиночку сложно провести свою команду в финал. Так что 22-25, 1-3 Чивитанова сравнивает счет в серии. Как же непредсказуемо развиваются события в этой серии. После первых 2 матчей никто даже и подумать не мог, что действующий чемпион Италии сможет зацепиться и вернуться в противостояние. Но вот прошло еще 2 игры и уже появился другой вопрос. А есть ли шансы на проход в финал у Трентино? Матей Козийски в предыдущей игре показал не лучший уровень волейбола. Зато в этом матче он отработал за все свои огрехи. Но даже этого не хватило, чтобы спасти положение. Блокирующие Чивитановы не раз прибегали к интересной перестановке, отправляя самых высоких и прыгучих игроков к болгарину. Но даже это далеко не всегда давало результат. Крайне не хватает капитану Трентино помощи от его партнеров по нападению. Возможно, Алессандро Микелетто настолько устал бороться с тройным блоком, что попросту перегорел. А вот Даниэль Лавия, который нередко оказывался на одиночном и разорванном блоке, обязан был быть более эффективным. Но уже который матч в серии он даже до 40% доскрести не может. Хотя все же есть тут имена связующего, который отдавал очень узкие передачи. Чем-то это даже напоминало мне Драгона Травицу из прошлогоднего финала, когда у него после второй партии заканчивались силы и начиналось шоу. Только вот с Бертолли на 12 лет моложе именитого связующего, так что тут вряд ли можно говорить про такой уровень усталости.
В общем, оставлю какую-то серьезную оценку для следующего матча, где более подробно поговорю про проигравшую команду и оценю их выступления в текущем сезоне итальянской суперлиги. Ну а пока взглянем на статистику, где самым результативным стал доигровщик Трентино Матей Козийский, записавший себе в актив 29 очков. Следом за ним оказался великолепный Симон, который умудрился набрать 20-ку. Статистика остальных игроков находится на ваших экранах. Итак, переносимся к паре, где каждый матч как отдельное шоу. Модена Перуджа. Лиалу слегка уменьшили срок дисквалификации, так что он мог уже в этой встрече помочь своей команде. А я напомню, что во всех очных поединках в этом сезоне побеждали исключительно гости. Прервалась ли данная традиция, мы сейчас и узнаем. Во всяком случае, Модена очень легко забирает себе первый сет, 25-21. Болельщики хозяев ожидали, что как только вернется Лиал, то их любимчики тут же закроют полуфинальную серию. И возможно это расслабило и самих игроков Модены, особенно после такого легкого первого сета. Так что, не дождавшись помощи от доигровщика сборной Бразилии, теперь уже хозяева начали серьезно проигрывать. Да и похоже, что Леон решительно настроен завоевать свой первый серьезный трофей в составе Перуджи. Создав огромный задел на подаче доигровщика, дьяволы с легкостью довели дело до логического завершения – 17-25. В начале сезона Бруно долго подбирал ключики к Нгапету и Немиру, лишь с Лиалом у связующего не было проблем. Но, видимо, за пару матчей дисквалификации бразилец забыл, как пасовать своему партнеру по сборной. И пока Модена пыталась найти своего героя, который поведет за собой команду, Перуджа спокойно увеличивала преимущество по счету. Да и Леон потихоньку начал активировать режим «А кто, если не я?». Так что и тут борьбы не получилось. 16-25 Перуджа вышла вперед. Не лучшим образом в начале сета пошли дела в нападении у Эрвина Нгапета. Поэтому спасать положение был вынужден Мартин Ван Гардерен, помощи от которого не хватало в предыдущих матчах. И этого вполне оказалось достаточно, чтобы уверенно контролировать ситуацию. Ведь у Перуджи также особо в этом сете дела в нападении не сильно ладились. Так что максимум, чего гостям удавалось достичь в этой партии, так это разницы по счету в 3 очка. На больше Перуджу не хватило. 25-19 мы переходим к пятому сету. Ни одна из предыдущих партий нас не порадовала достойной борьбой. Очень хотелось бы, чтобы в пятом сете команды нормально зарубились. Ведь уже по итогам данного игрового отрезка Модена могла оказаться в финале, а Перуджа завершить свой сезон. Так что интрига тут била через край. Сдаваться никто и не думал. Но на радость болельщиков Перуджи, сегодня они увидели именно того Леона, за которым успели в последнее время заскучать. И очередная хорошая серия подач доигровщика позволяет перевести данную серию в пятый решающий матч. Модена и Перуджа провели между собой уже 6 матчей, и пока победные традиции гостей остаются неизменны. Причем с каким счетом побеждает Модена, затем с таким же ровно счетом берет реванш Перуджа. Только суть в том, что остался лишь один единственный матч на площадке дьяволов, так что либо они прерывают традицию, либо остаются без финала. После 3 потрясающих поединков, 4-й матч этой серии выглядел достаточно скучно, ведь кроме 5-го сета мы ни в одном игровом отрезке больше намека на борьбу и не увидели, все было достаточно очевидно. Как я уже говорил ранее, более детальный разбор приберегу для 5-го матча, а пока просто перейду к статистике. Где самым результативным игроком матча стал Вильфредо Леон, набравший 20 очков. На 1 результативный балл он опередил Немира Абдель-Азиза, который произвел на 15 атак больше, чем доигровщик Перуджи. Статистика остальных игроков, как обычно, находится на ваших экранах. Вот таким получился обзор 4-х матчей полуфинала итальянской волейбольной суперлиги, по итогам которых нас в обеих парах ждут решающие 5-е матчи, а это весомый повод пожать лайк, да и подписаться на канал, чтобы не пропустить обзор на решающие матчи. Делитесь вашим мнением касательно этих поединков внизу в комментариях, как обычно, интересно будет почитать ваши мысли. Ну а с вами как обычно был Николай Иванов, любите то, что вы делаете, и все у вас обязательно получится. Скоро увидимся, пока!